Я Роман Леонидов, автор этого домика. У заказчика была мечта получить дом, в котором пахнет деревом. У него были какие-то там связанные с детством воспоминания. Он и есть путешественник, и вот такая странная структура, на первый взгляд странная, она связана с тем, что, собственно говоря, он сюда хотел приезжать отдыхать, да, и чтобы у него было как можно больше воспоминаний, которые наводят дом о его путешествиях. Наверное, самый главный фокус, основной элемент этого здания, композиционный, это пустота. Вот этот объем, который ничем не занят, это и есть главная часть композиции. Кусок воздуха, кусок солнца, ветра. Здесь удалось сделать патио, тот самый, о котором очень многие мечтают, но не у всех получается сделать. А здесь это получилось. Давайте уточним, патио, это что у нас является? Это внутренний двор, практически двор. Закрытый. Да, если бы мы смогли полностью его замкнуть, то это был бы патио классический, когда у вас с 4 сторон стены. На самом деле эти элементы, они зрительно увеличивают объем. Если их убрать, то пространство тут же схлопнется. Это свойство нашего взгляда. Вот эти элементы, они, может быть, и не были бы обязательно конструктивно, но они мне, ко всему прочему, еще и увеличивают зрительный объем. Плюс они на самом деле еще не закончены. Когда здесь валили старые деревья, я думал, что мы несколько стволов сохраним, распилим и оденем на эти колонны. Очень хорошо тоже. Вот это можно еще реализовать. Да? Вот тогда дом будет закончен в задумке. Да. А представляете, как изменился бы образ? Там была бы еще дополнительная фишка. Было бы интересно. От патио шло решение дома в целом. Потому что мне для того, чтобы развязать все помещения и связать их друг с другом, понадобилась галерея. Собственно говоря, мы ее и видим. Вот эта часть, это галерея, которая связывает все элементы здания. Слева у нас это гостиная, дальше кухня, столовая. Вот здесь у нас блок, там баня, технологический кабинет, по-моему. Да. Вот, и дальше уже идет блок жилой. Мы немножко разделили общественную зону и зону личную. Плюс у каждого из помещений есть практически свой выход на улицу. И в сторону патио. Я тоже заметил, очень функционально. В том числе, да. Поэтому у каждого члена семьи появляется своя автономность. Если не хочешь никого видеть, пожалуйста, закрылся у себя. Бывают моменты в жизни и детей, и взрослых, когда нужно побыть одному. Поэтому здесь это все реализовывается, на мой взгляд, очень удачно. Эти кирпичные вставки, они еще решают эту задачу конструктивно. Это элементы жесткости, видите, они по 3 направлениям. Они держат как каркас от того, чтобы он не шатался. Несущая часть этой стены, она внутри. Это просто облицовочный кирпич, поэтому могли его положить хоть по диагонали. В какой-то момент возникла тема патио. Захотелось немножечко показать классических приемов и элементов вот в таком современном деревянном здании. Где они? На входе, колоннада. Можно немножко напрячься и представить себе портик, которого нет. Можно дорисовать себе мысленно капители, базы. То есть превратить это все в периметр фактически. То же самое по фасаду. Этот ряд колонн такой ритмично. Это тоже вот такой намек на классику. То есть вот здесь попытка как-то ввести некие классические элементы, очень-очень отдаленные в современную архитектуру. И соединить это все еще с таким традиционным материалом, как дерево. Поэтому, предполагайте, что здесь есть элементы классики. Если немножко постараться, этот дом можно сделать, не знаю, дворцом легко. Соседний дом моей же работы, там похожий прием с односкатными кровлями, но там я не поворачивал, потому что участок чуть меньше, он более стесненный. И у меня другая композиция. Там, видите, гостиная впереди, спальня немножко в глубине. Там похожие были задачи, мне нужно было максимально далеко убрать дом от границы с участком, потому что там вплотную сидит сосед, и я на ту сторону вывел только технические помещения. А вся жизнь, она происходит во внутреннем дворе. Точно так же, как и здесь. Я стараюсь семье отдать как можно больше места из того, что есть на территории. Там эксплуатируемая кровля. Там газон растет. Прекрасный, на крыше. Он его эксплуатирует? Конечно, они там загорают. Это классно. Там очень красиво получилось. Очень мощное решение. Рядом, правда, домин такой стоит. Хотел радости в жизни. И зимой в том числе. Поэтому он такой яркий и солнечный. Нет, это медь. Это медь? Да, медь. Она нужна только для того, чтобы оттенить медовый тон дерева. Потому что если бы все было желтое, то радости бы не было.
Да. Надо вводить контрастные элементы, чтобы они работали. Господа, окна на юг – это катастрофа. Вот смотрите, огромный витраж, который большую часть времени закрыт шторами. Да, кстати. Потому что окна на юг. Зимой это классно, да? А когда солнца нет, и можно открыть. А предполагалось это лечить подсадкой деревьев, которые здесь на самом деле их было гораздо больше, просто очень много больных пришлось удалить. Вот когда здесь подсадится все то, что планировалось, эта проблема исчезнет. У дома все-таки должен быть главный вход. Это психология нашего человека, с которой очень сложно бороться. Его можно было не делать. Но тогда было бы странно, а что мы все время ходим через навес? Да, мы все время ходим через навес. В этом ничего страшного нет, но тем не менее, очень же важно. И предыдущий хозяин предполагал здесь принимать гостей и проводить деловые переговоры. А для деловых переговоров нужен главный вход. Да? Работая с своими клиентами, объясняю, что парадный вход как таковой не нужен, потому что они им не пользуются. Только в одной ситуации, если навес или гараж оторван от здания. Если у вас нет проблемы статуса, то главный вход делать не нужно. На самом деле, этот вопрос всегда стоит, делать ли гараж пристроенный к дому или как часть дома. Удобнее всего навес рядом с домом. Почему? Потому что если у вас есть гараж, неважно, отдельно стоящий или пристроенный к дому, возникает куча проблем. Значит, сперва для отдельно стоящего гаража. Вы приехали из Москвы, привезли на автомобиле килограмм 150-200 солево-песчаной смеси, которая у вас в гараже аккуратненько упадет вам на пол. Ну, она же упадет, правильно? Ну, да. Вы ворота закрыли, автомобиль горячий. Даже если гараж неотапливаемый, вся эта ерунда будет у вас на полу, у вас в гараже. А дальше вопрос, а мы это куда деваем? Эту водичку прекрасную. Ну вот куда? Дышим. Наслаждаемся. Приятно. А конкретная задача из гаража. Мне нужно эту воду отфильтровать. Ну, да. Нужно поймать песок, нужно поймать масло. Да, Да, правильно. А дальше вода куда от него? Если ливневка есть в поселке, хорошо. А если нет, куда? Она там так и стоит, испаряется. Ну, то есть это куча проблем, которые нужно как-то решать. Они сложные. А если такой же гараж пристроен к дому, там возникает еще одна проблема. Даже при открытых воротах вы когда заводитесь, газы все равно потихоньку с годами будут вам проникать в дом. Да. С этим бороться невозможно в принципе. Можете делать тамбур переходной, еще что-то. Рано или поздно этот запах все-таки будет просачиваться. Плюс резина, которая все время стоит, эти запахи у вас будут в доме. Поэтому навес, который рядом, решает кучу этих проблем. Так что лучше всего навес. Плюс основная проблема зимой — это не остывший автомобиль, а снег. Навес эту задачу решает. Идеальная ситуация, когда у вас есть отдельный гараж и навес рядом с входом. Вот я к этому и хотел. Поэтому автомобиль, которым вы пользуетесь сегодня, стоит здесь, а подменный стоит там. Это выход из кабинета, насколько я помню, а это выход из гостевой комнаты. Поэтому две отдельные террасы для двух разных задач. А это я уже сказал там что, что у каждого помещения есть свой выход. Вот этот элемент интересный. В принципе, архитектурное излишество. С одной стороны, это очень привлекательно, пластично получилось, но родился он не снаружи, а изнутри. Потому что хозяева хотели, чтобы в ванной, в туалете, над головой было солнце, свет, небо. Там стекло наверху. Помните? Точно, я вспомнил, да. Вот. Эта штука шла из интерьера, потому что это было то, что хозяин проговорил с самого начала. Хочу, чтобы в душе у меня над головой было небо.